разукрашиваю, изучаю декали и пачкаю модель. Всем привет! Уверен, у каждого моделиста есть несколько начатых моделей, которые дожидаются своего времени на пыльной полке по несколько лет. Так и с сегодняшним самолетом B1B в 72 масштабе. Мало того, что он очень старый, так он еще и побывал в руках у нескольких моделистов. И мне посчастливилось завершить этот проект. Собирать самолет из-под моделиста – это еще та лотерея. И сегодня я расскажу о всех подводных камнях, которые встретил на пути сборки этой модели. Приятного просмотра! Первое, чем поражает этот самолет – размерами. Он с трудом помещается на коврике формата А2. Модель попала мне в руки уже в собранном виде, покрытая толстым слоем пыли. Вся остальная деталировка отделена от литников и упакована в отдельные zip-пакеты. Некоторые детали уже окрашены и готовы к установке на модель. Саму модель собирал и готовил к покраске опытный моделист. Все швы безупречно скрыты, кокпит выведен под линию фюзеляжа, и, по всей видимости, прежний мастер подгонял модель по матчасти. Так видно, что он перенес линию контура носового обтекателя. А что самое поразительное, по всему самолету была восстановлена расшивка. Ни одна линия не осталась без внимания. Предыдущий моделист выполнил просто титаническую работу. В первую очередь мне было интересно посмотреть, что скрыто под масками кокпита. Бумажная основа малярной ленты буквально растворилась, что в очередной раз подтвердило большой возраст модели. С трудом оторвав маски, внутри кабины ожидал сюрприз – замурованный спонжик. Возможно, это та самая причина, почему модель была заброшена. Именно из-за таких мелочей опускаются руки, а самолет улетает пылиться на полку. Пишите в комментариях, какие у вас были курьезные случаи при сборке моделей. Продолжил ревизию, наткнулся на вторую губку. Она открыла доступ к внутреннему пространству фюзеляжа. Сперва я не верил, что это тот самый спонж, торчащий из кабины. К огромному счастью, и мне, и самолету повезло. В противном случае пришлось бы срывать пластик кокпита и заново все клеить и подгонять. На механизации каждой консоли крыла наклеен скотч. Зачем? Непонятно. При отделении скотч само собой оставил клеевой след на пластике. Очищая его техническим спиртом и обезжиривая всю модель, подготавливая ее к слою управляющего грунта. После полного высыхания грунта ярко заиграла расшивка и стали видны все изъяны модели. Плохо подогнанный кокпит, многочисленные сходы скрайбера, разводы клея, необработанные участки из шпаклевки, а бомбалюк и вовсе выполнен из пористого пластика. На бумаге составляю список всех дефектов и приступаю к их устранению.
Повторно грунтую модель и убеждаюсь в качестве выполненной работы. Как вы могли заметить, при окраске и шлифовке я не маскировал остекление кабины. Это было необходимо для ее идеальной подгонки к плоскости фюзеляжа. Чтобы вернуть кокпиту прозрачность, поэтапно уменьшаю зернистость наждачной бумаги и полирую его финишной пастой от Tamiya. Для самостоятельного изготовления масок я отыскал контур остекления этого самолета, подогнал его по масштабу и напечатал на принтере. После покрываю эту распечатку пергаментной бумагой, приклеиваю на нее малярную ленту и вырезаю макетным ножом. Малярная лента легко отклеивается от пергаментной бумаги, что позволяет сохранить и без того ее слабый клеевой слой. Чтобы удалить пыль и ворс с поверхности модели, опрыскиваю губку техническим спиртом и тщательно протираю самолет. На этом модель полностью готова к началу покраски. Первый слой – пришейдинг. Задача этой техники заключается в выделении контура расшивки темной краской. Это сделает модель более объемной на последующих этапах краски. При нанесении пришейдинга учишься чувствовать аэрограф, выставлять давление на выходе компрессора и приходит понимание, в каких пропорциях необходимо разбавлять краску. Советую всем начинающим практиковаться именно на этой технике. Чтобы снизить контрастность пришейдинга, равномерно задуваю модель черной краской. Для краски использую готовый оттенок, подобранный по палитре стандарта FS. Базу задуваю отдельными участками по контуру пришейдинга. В комплекте с моделью шел лист декалей с ярким безупречным принтом. Однако матовая подложка декалей делает их мусором. При покупке модели всегда обращайте внимание на декали. Если вы увидите в наборе декали с матовой подложкой, либо сразу покупайте отдельные декали, либо не покупайте модель вообще. Приклеивать такие декали – это целое испытание, требующее тщательной подготовки поверхности, применения сложной химии и будет стоить вам нескольких бессонных ночей. В моем случае, из-за высокой редкости модели, купить новые декали невозможно, их просто нет в продаже. Придется долбаться с тем, что есть. Первым делом равномерно задуваю модель глянцевым лаком. После окраски и слоя лака на поверхности модели можно встретить приклеенные соринки и пыль. Чтобы все это убрать, равномерно зачищаю модель 3000 шлифовальной губкой. Окрашенная поверхность становится идеально чистой, с полным удалением шагрени всех нанесенных слоев. По готовности модели тщательно очищаю ее салфеткой, смоченной в воде.
После этого можно приступать к полировке поверхности для нанесения декалей. Для этого изучаю места позиционирования маркировки и полирую лишь те участки, на которые будут непосредственно наноситься декали. Таким образом, часть модели остается матовой, часть глянцевой. Важно отполировать поверхность до зеркального блеска. Для приварки декалей с матовой подложкой необходимо в обязательном порядке использовать специальную химию. Просто так они не приклеятся. В данном случае я буду использовать набор от Microscale. В сети можно найти большое количество информации о применении этой химии. Я же расскажу о собственном опыте работы. Я не смачиваю декаль в воде, а сразу пропитываю ее жидкостью из синей баночки. Этот раствор имеет резкий запах и сильно напоминает уксус. Его действие основано на смягчении подложки декали и растворении клеевого слоя, что увеличивает общую адгезию. После того, как декаль отделилась от бумажного основания, смачиваю модель тем же средством из синей баночки и переношу декаль. Позиционирую ее и приглаживаю ватной палочкой. Лучше всего использовать специальные безворсовые палочки, но мне еще не посчастливилось такие приобрести. Как видно, декаль легла неплохо, без видимых дефектов. Однако, если ее оставить сушиться в таком виде, ее матовая подложка побелеет. Чтобы этого не произошло, обильно пропитываю декаль средством из красной баночки. И здесь начинается самое интересное. После нанесения этой жидкости декаль начинает морщиться. Это нормально и говорит о том, что средство работает. Декаль тянется и подвергается дополнительному растворению клеевого слоя. Самое сложное в данной процедуре – ничего не делать. Да, это правда, все эти морщины сами по себе разгладятся и надежно приварят декаль. Так выглядит декаль спустя 30 минут. В этом заключается основное ограничение. Каждую декаль необходимо просушивать около 30 минут. При этом модель нельзя оставить без присмотра. Важно контролировать процесс образования морщин и в случае необходимости добавлять жидкость из красной баночки. Даже после применения столь сложной химии, матовая подложка декали все равно выделяется на фоне лакокрасочного покрытия. Чтобы это исправить, заливаю декали толстым слоем глянцевого лака. После этого матовый отлив подложки полностью ушел, однако ступенька осталась. Чтобы ее скрыть, шлифую декали до однородной поверхности. Последний штрих в борьбе с этими многострадальными декалями. Напомню, что после множества операций модель частично матовая, частично глянцевая. Выравниваю этот баланс слоем лака.
На этапе поклейки декали я заметил, что носовой обтекатель как-то криво выглядит. Сейчас он смотрит на вас. Как я этого раньше не заметил, не знаю. Это просто фиаско. Несмотря на то, что модель уже полностью выкрашена, оставить это в таком виде я не мог. Оторвал эту пипку и оформил все как нужно. Последний штрих – выделение расшивки. Для этого смешиваю White Spirit с масляной краской примерно 1 к 1. И наношу на модель толстым слоем вдоль всех линий расшивки. Да, выглядит это не особо эстетично, но такому грязному нанесению смывки есть объяснение. При удалении излишков смывки пигмент краски забивает поры лака, что делает поверхность темнее и несколько приглушает блеск глянца, создавая сатиновый отлив. Устанавливаю навесную деталировку, удаляю маски, и модель готова. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Пишите в комментариях интересующие вас темы для следующих видео. Отдельно буду благодарен за лайк и подписку. До скорых встреч!